Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний стрим посвящен Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. А если конкретнее, условиям его содержания в СИЗО. 8 июля 2025 года, 2 дня назад, на сайте Суспільне новини Львів была опубликована статья Натальи Карнаух под названием «Дело Вячеслава Зинченко. В каких условиях содержат обвиняемого в убийстве Ирины Фарион». Карнаух сообщает, что Зинченко находится под стражей. Его мера пресечения неоднократно продлевалась. Он содержится в СИЗО во Львове. Суспільне направило запрос во Львовское учреждение исполнения наказаний номер 19. Ответ подписан начальником учреждения Вадимом Кутовым. В ответе указано, что Вячеслав содержится в обычной камере жилой площадью 7,6 квадратных метра, рассчитанной на 2 человек. Согласно правилам внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденным приказом Министерства юстиции, заключенным предоставляется ежедневная прогулка длительностью 1 час и 3-разовое питание, как и другим заключенным. Зинченко запрещено хранить мобильные телефоны, а связь обеспечивается через IP-телефонию. Столовой в СИЗО нет, поэтому питание доставляется непосредственно в камеры. Вячеслав Зинченко, как пишет Карнаух, подавал ходатайство о содержании в одиночной камере, поскольку его сокамерники курят, а он, будучи спортсменом и некурящим, испытывал дискомфорт. Ходатайство не было удовлетворено, однако ему разрешили звонить отцу. В марте Зинченко заявил, что, учитывая условия СИЗО, он, в принципе, доволен содержанием и отметил, что после задержания ожидал гораздо худших условий в СИЗО. Также Зинченко рассказал о жизни с сокамерниками. Ну и что, друзья, хочется еще добавить. По этому поводу я связался с матерью Вячеслава Зинченко, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, предоставленную Карнаух. Мать Вячеслава подтвердила, что Вячеслав содержится в двухместной камере площадью около 7 квадратных метров, рассчитанной на 2. Однако его сокамерника недавно осудили, поэтому сейчас он временно находится в камере 1. Что касается прогулок, то да, действительно, они составляют всего 1 час в день, что, конечно, недостаточно для пребывания на свежем воздухе. Что касается питания, Вячеслав не употребляет еду, которую предоставляет СИЗО. Он готовит себе сам. В камере есть микроволновая печь, с помощью которой он готовит пищу. Насколько это соответствует правилам содержания, сказать сложно.
Возможно, в современных условиях содержания в СИЗО допускается определенная гибкость за дополнительную плату. Например, предоставление микроволновки, холодильника или других удобств. По словам матери, Вячеслав в целом доволен условиями содержания. Что касается адвокатов, то действительно адвокат Немировский больше не представляет интересы Вячеслава Зинченко. Причина – конфликт между адвокатами Сулеймой и Немировским. Я затрудняюсь сказать, в чем именно заключался этот конфликт и почему Вячеслав выбрал сторону Сулеймы, а не Немировского. Это, друзья, отдельный вопрос. На мой взгляд, действия Немировского как адвоката были высокопрофессиональными. Что касается Сулеймы, то его шаги в защите Вячеслава, на мой взгляд, были довольно невыразительными. С моей точки зрения, он не сделал ничего выдающегося для защиты Зинченко. За исключением, пожалуй, того, что он убедил Вячеслава занять позицию сторонника Степана Бандеры. Как я уже упоминал в предыдущих видео, это не имеет никакого значения для дела. Но, тем не менее, Вячеслав выбрал Сулейму. В этой связи обвинение, выдвигаемое стороной обвинения, а также заявление потерпевшей стороны теряют свою идеологическую подоплеку. Вячеславу вменяется национальная неприязнь, но в действительности такой неприязни нет. Он сам является сторонником бандеровской идеологии, в отличие, кстати, от своих родителей и от группы поддержки. Все эти конспирологические заметки в его телефоне связаны с тем, что он тайком от родителей пытался устроиться в ряды ВСУ, чему они категорически возражали. Первым шагом по рекомендации отца Вячеслав прошел курсы оператора БПЛА во Львове. По всей видимости, тайком от матери он отправился во Львов, чтобы с помощью своих преподавателей обеспечить себе место службы в ВСУ, не уведомляя об этом мать. Он представлял эту поездку как встречу с сокурсниками. Однако вся эта конспирология обернулась для Вячеслава обвинением в убийстве. Адвокаты считают, что дело развалится уже на стадии первой инстанции, поскольку доказательств причастности Вячеслава к убийству Ирины Фарион нет. Сам Вячеслав своей вины не признает. Никакого давления со стороны сокамерников или руководства СИЗО на него не оказывается. В целом все в порядке. Ну, насколько это возможно в таких условиях. Все нагнетание идеологического напряжения – это действие стороны обвинения и потерпевшей стороны. Никаких оснований для конфликта или противостояния между Вячеславом и Ириной Фарион не было и нет. Родители Вячеслава, конечно, не являются сторонниками бандеровской идеологии. И это важный момент в этой истории.
телеканалы, такие как НТА и Великий Львов, пытаются представить Вячеслава Зинченко как идеологического противника Ирины Фарион, которая также была сторонницей бандеровской идеологии. Однако это не соответствует действительности. Если говорить о родителях Вячеслава, которые не разделяют бандеровских взглядов, можно предположить какую-то неприязнь с их стороны. Но, по словам матери, представить неприязнь со стороны самого Вячеслава невозможно. Как может быть неприязнь между двумя сторонниками бандеровской идеологии? Это нонсенс. Они, по сути, Вячеслав и Ирина, идеологические соратники. Попытки использовать это дело для разжигания межнациональной розни или неприязни по языковому признаку являются надуманными и направлены на создание сенсационной информационной волны для поддержания накала борьбы. На самом деле никакого накала нет. Что касается конкретно обвинения Вячеслава Зинченко, его пытаются представить как ненавистника Ирины Фарион. Но это не так. Относительно записей в его телефоне действительно имеет место фальсификация. В телефон были добавлены дополнительные записи, файлы и фотографии. Это требует экспертизы, но пока экспертиза не проведена. Сложно сказать, будет ли сторона защиты в лице Сулеймы ходатайствовать о ее проведении. У меня нет уверенности, что Сулейма способен занять столь же жесткую позицию, какую занимал Немировский. Но это уже дело Вячеслава и его адвоката. Пока идет судебное рассмотрение. 21 числа мы, вероятно, увидим очередную серию кинохроники о 3 Зинченках, гуляющих по Львову. Так что, друзья, с нетерпением ждем очередной серии этого многосерийного фильма. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!